Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу вернуться к теме пищевой паузы, оздоровительной, омолаживающей, возвращающей нам вкус к жизни. Я опять сделала перерыв в пищевой паузе, потому что сейчас были, вот они недавно закончились, но были летние каникулы у моего сына. Поэтому, когда ты путешествуешь, когда ты ездишь где-то, жара, ты хочешь пить, ты можешь купить мороженое. В общем, когда ты один, тебе гораздо легче. Но когда ты в компании, ты как бы вместе выходите в кафе, в ресторан, поэтому пищевая пауза дается трудно и нет смысла как бы этим заниматься. Сейчас я с радостью возвращаюсь к еженедельной практике. Вот прям мне хочется войти, я соскучилась уже за этим. Делюсь своими наблюдениями подробно, чтобы вам было все понятно. Когда ты все время ешь, пьешь, ты пресыщаешься, ты перестаешь чувствовать вот этот вкус еды, и ты начинаешь себя хуже чувствовать. Не только в физическом плане, но и, знаете, в плане ощущений. Ухудшается интуиция, и вообще чувствительность, полезная для вас, она снижается. Когда мы не тратим энергию на переваривание, у нас, знаете, как будто повышается громкость других чувств в этот момент. И когда ты снова начинаешь есть, ты по-другому воспринимаешь и вкус, и запах этой еды. И тебе хватает намного меньше порций для полного твоего удовлетворения. Ты начинаешь понимать ценность этих продуктов, любых, это касается абсолютно всего, и ты получаешь больше удовольствия от меньшего количества, понимаете? Я стараюсь в видео передать вам информацию просто и понятно, потому что я сама смотрела видео с мотивацией, с такой энергично доносящейся с экрана, но она абсолютно не затрагивала никаких моих чувств. Даже если вы теоретически якобы согласны с этим материалом, но оно вас не трогает, вас это не отзывается порывом к действию, нет у вас реакции на это видео, значит, оно работать не будет, и это для вас видео абсолютно бесполезно. Вы можете посмотреть хоть миллион видео, и вы останетесь теоретиком. И это для вас инородная информация. Я знала про сухое голодание и раньше, но я не собиралась его практиковать. Именно до тех пор, пока я не послушала видео Саши Редькина, и вот во мне не отозвалась эта тема, и мне не захотелось просто это начать практиковать. Поэтому очень важно найти вот своего блогера, своего вот какого-то человека, вот с которым у вас есть контакт, вот законнектиться с ним, с этим человеком. Вот тогда только вы начнете что-то делать. Я так думаю, что до человека должно дойти прямо при просмотре видео, что именно так ему будет лучше, и это на уровне ощущений. И тогда включится намерение. А намерение – это действие, которому уже ничто не сможет помешать. Пока у вас само не включится намерение, все, что вы будете делать по какому-то совету разумному или на силе воли, это не будет на вас благотворно влиять. И это очень важно. Вот поймите, кто еще этого не понял. Мне пишут комментарии под видео про знаки зодиака, почему я так часто упоминаю комплексы. Да потому что именно от этого проявляется ваш характер в той или иной степени негативно. Это очень важно. Вот так и здесь важно понять какие-то вот такие простые нюансы, которые не дают вам, например, сдвинуться с места или которые надо обязательно учитывать. И тогда вы найдете автоматически ответ на многие вопросы, которые задаются под видео. Я вам сейчас сказала, это тоже очень важно. Ты можешь сколько угодно убеждать себя, что тебе это нравится, приводить себе какие-то там веские доводы или анализировать ситуацию. Но нет, дальше ты не пойдешь именно потому, что тебе это действие
не приносит удовольствия. Именно по этой причине многим людям жалко времени на спорт. Вот мне, например, жалко времени на бег, потому что я бегать не люблю. И не жалко времени на велосипед, потому что я люблю этим заниматься. Вот и все. Ориентируемся только на свои ощущения. Бывает так, что вам надо сделать несколько раз что-то, ну вот каким-то спортом позаниматься или вот начать голодать, чтобы вы поняли, что тот или иной способ доставляет вам удовольствие. Теперь хочу, значит, коснуться моих ощущений новых. Например, суп, который я вам рассказывала на выходе, мне был необходим. Мне прям очень хотелось есть, пока я вот этот суп не поем, прям я вот голодная, как не знаю что. Сейчас прям четко ощущаю, что это очень утяжеляет мои все ощущения. Вот как только я съем суп, все, я становлюсь какая-то вялая, сонная, мне тяжело, и мне это не нравится, это ощущение. И я спокойно теперь могу выходить на фруктах, на овощах, на салатиках, без всяких вообще проблем. Раньше этого не было, вот прошло 2 года, и вот теперь я могу это делать. Вот что касается изменений, какие происходят у меня, потому что постоянно что-то меняет. В июне этого года я заметила, что я стала различать запах рыбы. Вот никогда не различала так сильно, как сейчас. И причем я издалека слышу, что это вот рыба какого-то другого сорта. Или вот если разную положить, я прям четко чувствую различия. Я специально дала понюхать другим людям, и они сказали, да, одинаково пахнет, как обычно. Для меня не как обычно. Я прям сильно-сильно стала это ощущать и чувствую это на большом расстоянии. Еще мне стало ясно, что если, например, вы себя плохо чувствуете, у вас там закружилась голова, не знаю, все что угодно, сердцебиение, плохо там вам стало, то лучше всего лечь сразу по возможности на траву. Ну, конечно, зимой вы это не сделаете, но сейчас лето, и вот как раз жара. Постарайтесь именно не сесть куда-то на лавочку или не сесть на траву, а именно лечь. Вам нужно увеличить площадь соприкосновения именно с землей, и земля вот оттянет ваши вот эти болезненно-негативно заряженные частицы с вашего тела очень быстро. Я стала это вот очень четко ощущать. Я вот с практикой стала это все чувствовать, и мне не нужны доказательства, я просто знаю, что это так, и что это действует очень быстро и благотворно. И ходить босиком очень полезно. Если есть возможность, ходите босиком. Возможности особой нет, то надо найти, значит, такой вариант, пойти куда-то в зеленую зону и там по газону походить босиком. Прям вот раз в неделю хотя бы. У меня во многих областях вернулись очень обостренные такие чувства, как я все чувствовала в детстве, а мне 55 лет. Я в детстве откуда-то знала, как мне правильно, и я все делала правильно. И вот эти чувства сейчас вернулись ко мне. Вот именно спокойной уверенностью, что я делаю все правильно, что я хочу именно этого, и у меня нет никаких сомнений в том, что я делаю. И я этому очень рада, потому что когда вы находитесь в стрессе, например, да, работаете, то вы не слышите себя абсолютно. И добиться вот этого эффекта, возвращения вот этой вот спокойной уверенности, оно невозможно. Смысл моих видео в том, чтобы тот, кого зацепит моя подача, в скором времени очень быстрым и легким способом избавился от своих недугов и жил без таблеток долго и счастливо. Как это произошло и происходит у меня, для этого вам не нужно специально такое отводить время, вам не нужны тренажеры, вам не нужны лишние деньги на это. То есть это довольно легкий способ, и я думаю, что это самый лучший способ омоложения и избавления от всяких болезней. И мне от души хотелось бы внести свою лепту в ваши ощущения оздоровления и омоложения.